Довольно, Ю. Мы отступаем. Чертов Скотт. Мы вас все равно не отпустим. Что ты сказала? Ю молодой и добрый мальчик, который страдал от тяжелого детства. Его родители не относились к нему с любовью и заботой, как это делает большинство родителей. Они сравнивали его с демоном и постоянно словесно оскорбляли его. К сожалению, словесные оскорбления быстро переросли в физическое насилие, и в один прекрасный момент отец Ю даже попытался убить его. Хотя ему удалось выжить, он потерял своих родителей. После этого Ю попал в детский дом, где встретил директора, который познакомил его с Микой и другими детьми. Хотя они были приветливы и добры, Ю все еще был травмирован своим прошлым опытом и не мог заставить себя доверять кому-либо. Он считал, что ему не нужна семья, так как у него уже была одна, и он ужасно страдал от этого. Несмотря на нежелание Ю общаться, другие дети в детском доме делали все возможное и старались подружиться с ним и помочь ему, когда он в этом нуждался. В конце концов, Ю начал открываться и воспринимать их как свою новую семью. Однако их счастливая жизнь вскоре была нарушена смертельным вирусом, который убил всех, кто был старше 13 лет. Ю и другие маленькие дети были единственными, кто выжил, но их безопасность была недолгой. Вампиры воспользовались ситуацией и захватили детей, чтобы вырастить их как скот. Детский дом не стал исключением, и всех их перевезли в подземный город. Не знаете, что почитать, а я знаю. Это новая манга «Начало после конца» от издательства Freedom. Самая популярная манга по всему миру, и теперь она появилась и в России. «Начало после конца» — это история в жанре фэнтези и исекай. Главный герой — король Грей, выдающийся правитель процветающего государства и храбрый воин. Однако богатство и успех не гарантируют счастье и не способны заглушить пустоту и одиночество. Ведь за обликом могущественного короля скрывается человек, который давно потерял смысл жизни. Но ему выпадает второй шанс. Покинув мир культиваторов, Грей перерождается на континенте Декатент, который делится на 3 королевства и который населен монстрами. Накопленный опыт позволяет ему избежать ошибок прошлого и постигать магическую науку с ранних лет. Вот только в мире заклинателей и усилителей начинается зарождаться угроза, способная поставить под сомнение само существование Грея. Но читать данную мангу лучше всего в бумажном варианте, ведь она сделана из мелованной бумаги, которая, очень приятная на ощупь. Что же вас ждет в манге? Магия, боевые сцены, захватывающий сюжет, история континента, неожиданный сюжетный поворот и, конечно же, юмор. Ну а заказать данную мангу и не только вы можете по ссылке в описании в интернет-магазине «Читай город». Делай предзаказ и читай мангу первым. Теперь 4 года спустя Ю и другие дети вынуждены каждый день сдавать свою кровь. Но ему надоело жить на этой чертовой ферме, и он хочет сбежать. Во время побега с Микой они вдруг стали свидетелями того, как 2 вампира жестоко пинали пару маленьких детей, которые невинно рисовали на полу. Сердце Ю сжалось от этого зрелища, ему было невыносимо видеть, как страдают дети. С гневом и отвагой он бросился на вампиров, чтобы защитить детей. Однако Ю был всего лишь 12-летним мальчиком, и он не мог сравниться со взрослыми и сильными вампирами. Один из них схватил Ю и перевесил его через край дорожки, угрожая уронить его. Мика, испугавшись потерять друга, судорожно пытался извиниться за действия Ю, но те вампиры не обращали на него внимания. Когда казалось, что все потеряно, появился Феррит, благородный вампир, и остановил остальных причинять вред Ю. Мика с улыбкой приветствовал Феррида, и благородный вампир пригласил его в свой особняк той же ночью. Мика согласился, оставляя Ю в недоумении относительно связи его друга с благородным вампиром. В тот вечер, когда Ю лежал на крыше, один из сирот позвал его на ужин. Внутри дети были счастливы, что едят карри, а тот, кто готовил это, сказал им спасибо. Ю заметил отсутствие Мики и спросил ребят об этом. Он узнал, что Мики пошел к Ферриду в его особняк. Он понял, что Мика, должно быть, обменял свою кровь на ингредиенты для приготовления карри, и эта мысль лишила его возможности наслаждаться едой. Когда Мика вернулся домой поздно вечером, Ю встретился с ним. Взволнованный Мика рассказал, что украл карту и пистолет из особняка Феррида и дал им шанс бежать из этой тюрьмы. Преисполненные в надежде, они разбудили остальных детей и пробрались через подземный ход к свободе. Когда они уже почти добрались до выхода, появился Феррит, радостно объясняя, что он позволил им исследовать его особняк и найти путь к отступлению только для того, чтобы жестоко бросить их надежды в последний момент. Затем он стал безжалостно убивать детей одного за другим, пока не остались только Мика
и Ю. Решив спасти своего друга, Мика схватил пистолет и набросился на Ферида, но был зарублен от руки вампира. Мика сказал Ю бежать, но вместо этого Ю поднял пистолет и выстрелил Фериду в голову. Когда Мика рухнул в лужу драгоценной крови, Ю отчаянно пытался дотащить его, но Мика оттолкнул его, призывая уходить, пока есть возможность. Со слезами на глазах, весь в крови Мики, Ю бежал из подземного города. Когда он наконец-то выбрался наружу, то столкнулся с Гуреном и его командой из компании Лунного Демона, человеческой военной группировки, сражающейся против вампиров. Гурен назвал Ю скрытым оружием из приюта Хакуя и предложил ему шанс сражаться вместе с ними. Прошло 4 года с тех пор, как Ю потерял свою семью из-за вампиров, а теперь его сердце остыло. Он боялся заводить новых друзей, опасаясь, что может потерять и их. Гурен, приютивший Ю, определил его в новое военное училище, но не разговаривал с ним с тех пор. Отчаянно нуждаясь во внимании, Ю пытался найти способ отстраниться от занятия, надеясь, что Гурен вызовет его на бой. Шинуа, одноклассница Ю, ни с того ни с сего толкнула его и сказала, что он должен вести себя хорошо. Она передала сообщение от Гурена. Ю не будет допущен в армию, пока не найдет себе друга. После уроков Шинуа передала Ю записку от Гурена, что вызвало у него раздражение. Когда он уходил, Шинуа последовала за ним, объяснив, что ей нужно написать отчет о его поведении. Вдруг они услышали шум и обнаружили, что над их одноклассником Йоичи издеваются. Ю сначала проигнорировал ситуацию, но когда хулиган назвал Йоичи скотом, он не мог не вспомнить жестокие насмешки вампиров. Шинуа предупредила его, что Гурен не примет его, если он нападет на мирных жителей. В результате его избивают, и он становится ребенком, над которым все издеваются, под номером 2. Пока Йоичи выполнял поручения хулиганов, он рассказал о своей причине поступления в военную школу. Он хотел отомстить за свою сестру, которая была убита вампиром, когда она защищала его. Ю прямо сказал Йоичи, что он слишком слаб, чтобы пойти в армию, что чуть не привело Йоичи к смерти. Внезапный взрыв потряс соседнее здание, а сирены предупредили о беглеце-вампире. Шинуа велела мальчикам найти безопасное место, пока она связывается с компанией Лунный Демон. Ю решил доказать свою ценность Гурену. Сердце заколотилось от предвкушения и страха, и он помчался обратно в школу. Подобрав меч, он вошел в класс, где обнаружил вампиршу, собирающуюся убить кого-то. Но Ю вовремя вмешался, и вампирша переключила свое внимание на Ю, решив выпить его кровь. Вампирша демонстрирует свою невероятную ловкость и силу, уклоняясь от ударов меча Ю, и яростно атакует своими острыми, как бритва, ногтями. Когда вампирша бросилась к девушке, на которую она изначально нацелилась, появился Йоичи из ниоткуда, которым двигала вновь обретенная храбрость. Он схватил вампиршу, отвлекая ее и давая Ю возможность атаковать. Вампирша, разгневанная прерванной атакой, бросилась на Йоичи, но Ю перехватил ее своим мечом. Вампир схватил Ю за горло и выпрыгнул вместе с ним из окна. В воздухе Ю успел нанести ей удар в живот, заставив ее завыть от боли. Вампирша, хотя и ослабленная, издевается над Ю, говоря, что выпьет его кровь, чтобы восстановить силы до того, как прибудет компания Лунных Демонов. В этот момент появился Гурен, и он вонзает свой проклятый клинок в ее сердце, покончив с ее жизнью. Когда Ю просит Гурена вступить ему в его компанию, Гурен отвечает, что ненавидит сопляков, которые не понимают командной работы, и отказывается. В этот момент Йоичи видит Ю, он обнимает его и плачет о том, как он волновался, но почему-то Ю вырубается. А Шинуа отмечает, что теперь Гурену придется выполнить свое обещание, так как Ю сумел найти друга, к большому удивлению Гурена. Находясь без сознания после битвы, Ю видел во сне свою семью из приюта. Мика сказал ему, что они рады, что у него появился друг, потому что жить ради мести слишком мучительно. Его семья наконец-то могла перестать беспокоиться о нем. Когда они уходят, Ю говорит им не уходить и выкрикивает имя Мики. Он протягивает руку и просыпается на больничной койке, но в его палате Йоичи и Шинуа. Она сообщает им, что армия одобрила оба их поступка, и теперь они приняты в роту Лунных Демонов. После выздоровления Ю, он был готов сделать следующий шаг в качестве члена компании Лунного Демона. Гурен, заметив его рост, решил, что пришло время дать ему собственную проклятую шкатулку. Мощное оружие, которым владеет демон. Ю и еще один ребенок последовали за Гуреном в специальную комнату, где они должны были получить проклятое оружие. Пока они шли, Гурен объяснял важность церемонии заключения договора. В каждой проклятой шкатулке запечатан один из сильнейших демонов, и им нужно найти способ быть принятым этим демоном, чтобы извлечь истинную силу оружия. Когда церемония началась, Ю протянул руку и достал меч с зеленым лезвием. В состоянии, напоминающем транс, Ю обнаружил, что идет по царству,
который наполнен облаками. Атмосфера безмятежная, но что-то не так. Он слышит, как его зовут, и поворачивается, чтобы увидеть Мику. Смущенный и подозрительный, Ю требует, чтобы демон перестал подражать его семье. Мика комментирует, что, по его мнению, прикосновение к самому уязвимому месту Ю на него подействует. Но он удивлен, увидев, что Ю не дрожит. Ю приказывает демону сдаться и дать ему силу, которую он ищет. Из Мики вырывается черный дым. Он падает, и на его месте вырастает бесформенная черная масса. Так проявляет себя демон. Демон спрашивает, почему Ю так сильно желает власти. Ю отвечает, что ради мести и потому, что потерял семью. Демон утверждает, что может дать ему безграничную силу для мести. Но внезапно у другого сироты голос прерывается, говоря, что этого недостаточно. Ю поворачивается и видит лежащие на земле безжизненные тела своей приютской семьи. Дети спрашивают Ю, не собирается ли он снова бросить их, и задаются вопросом, справедливо ли это, что он единственный, кто обрел друзей и живет счастливо. Но Ю утверждает, что не забыл о них. Он кричит демону, чтобы тот остановился, и требует силы защитить все, что имеет значение для него. Демон соглашается следовать за Ю, пока его сердце остается сильным, но предупреждает, что оно будет захватывать его тело, если почувствует слабость. Демон представляется Асурамару и сообщает, что внутри Ю есть то, что больше не является человеком. Скорее всего, это все из-за экспериментов. Асурамару советует Ю не доверять людям, так как они могут быть страшнее демонов или вампиров. Ю пробуждается от транса, держа в руках меч демона. Наблюдая за своими сверстниками, Ю понимает, что Кимизуки успешно завершил свое испытание, но Йоичи все еще сражается со своим демоном. Внезапно раздается громкий взрыв, и воздух наполняется облаком пыли. Гурен объясняет, что Йоичи потерпел поражение, и теперь демон овладел им. Они видят Йоичи, теперь преображенного, с острыми ногтями, острыми зубами, маленькими рожками, отметинами под глазами и с прорезанными зрачками. Жалуясь на то, что люди доставляют ему неудобства, он достает большой зеленый лук. Гурен приказывает Ю и Кимизуки убить его, но Ю не соглашаются и выбивает лук из рук Йоичи. Гурен напоминает Ю, что демон находится внутри Йоичи, а не в оружии. Тем временем Йоичи переживает болезненные воспоминания о том, как его сестра велела ему оставаться в тени под кроватью, пока она жертвует собой, чтобы сохранить ему жизнь. Устав прятаться, он заявляет, что хочет получить власть, чтобы защитить своих друзей и уничтожить своих врагов. В этот момент ему удается победить демона и пройти испытание. Переполненный эмоциями, Йоичи отбрасывает лук и бежит к Ю, крепко обнимая его. Гурен признает талант Йоичи, но отмечает, что чувство вины подтачивает его волю к жизни. Он советует Йоичи забыть о мести и сосредоточиться на жизни, чтобы защитить своих друзей. Обращаясь к Ю, Гурен говорит ему забыть о старой семье и принять новую. Также он рассказал, что они сформируют отряд под руководством Шиноа. После того, как все три мальчика получили свои проклятые оружия и продемонстрировали командную работу, Гурен решает отправить их завтра на передовую, чтобы сразиться с вампирами, которые замышляют захватить город Синдзюку. На следующий день, когда грузовик приближается к месту сражения, водитель объявляет, что они прибудут через 15 минут. Группа готовится к предстоящему бою. Шиноа, однако, обнаруживает, что они слишком слабы, чтобы быть полезными на фронте. Чтобы укрепить их силы, она знакомит их с набором волшебных пилюль. Шиноа объясняет, что эти таблетки усилят их синхронизацию с их демонами, усиливая их способности. Прием одной таблетки увеличивает силу пользователя в 1,5 раза, а 2 в 2 раза. Однако она предупреждает их, что если они примут 3 таблетки, их внутренние органы разорвутся, что приведет к серьезным повреждениям или даже смерти. Каждая таблетка действует в течение 15 минут, но оставляет пользователя крайне уязвимым после того, как ее действие прошло. Ю спрашивает Шиноа о том, является ли это истинным способом использования силы проклятых. Шиноа признает, что овладение проклятым оружием требует специальных тренировок. К сожалению, у них мало времени, и это рисковая стратегия. Их лучший шанс изменить ситуацию в предстоящей битве. Прибыв на место назначения, группа обнаруживает Гурена, загнанного в угол и беззащитного перед лицом с самым грозным вампиром. Шиноа быстро приказывает своему отряду принять таблетки, чтобы увеличить свои силы и спасти Гурена, а затем отступить. Команда следует ее приказу, стремясь спасти своего лидера. По мере их приближения ситуация меняется к худшему, когда Гурен получает ножевое ранение. Вампир в ярости от этого зрелища. Ю кричит вампиру, чтобы тот убирался подальше от Гурена. Он бросается на врага и с решимостью пронзает вампира своим проклятым оружием в грудь. Они сцепляются взглядами, и выражение лица
лица Ю внезапно меняется от гнева к шоку. Его глаза расширяются в неверии. Ю застывает в шоке, осознав, что только что ударил ножом Мику, своего давнего потерянного друга детства.